Звук может повредить коронавирусы. Здравствуйте. Частичный перевод статьи МИД Массачусетского технологического института от 16 марта 2021 года. Исследование показало, что ультразвук может повредить коронавирусы. Моделирование показывает, что ультразвуковые волны на частотах медицинской визуализации могут вызвать коллапс и разрыв оболочки и шипов вируса. Новое исследование, проведенное учеными из отдела машиностроения Массачусетского технологического института, предполагает, что коронавирусы могут быть уязвимы для ультразвуковых колебаний в пределах частот, используемых в медицинской диагностической визуализации. С помощью компьютерного моделирования команда смоделировала механическую реакцию вируса на вибрацию в диапазоне ультразвуковых частот. Они обнаружили, что вибрации от 25 до 100 МГц заставляли оболочку вируса и шипы разрушаться и начинали разрываться в течение доли миллисекунды. Этот эффект был замечен при моделировании вируса в воздухе и в воде. Результаты предварительные и основаны на ограниченных данных о физических свойствах вируса. Тем не менее, исследователи говорят, что их результаты являются первым намеком на возможное лечение коронавирусов с помощью ультразвука, включая новый вирус SARS-CoV-2. Как именно можно применять ультразвук и насколько эффективно он может повредить вирус в рамках сложной структуры человеческого тела? Это одни из основных вопросов, которые ученым придется решать в будущем. Мы доказали, что при возбуждении ультразвуком оболочка и шипы коронавируса будут вибрировать, и амплитуда этой вибрации будет очень большой, создавая штаммы, которые могут сломать определенные части вируса, нанося видимые повреждения внешней оболочки и, возможно, невидимые повреждения к РНК внутри, говорит Тамаш Вежбицеки, профессор прикладной механики Массачусетского технологического института. Мы надеемся, что наша статья инициирует обсуждение в различных дисциплинах. Поскольку пандемия COVID-19 охватила весь мир, Вежбицеки стремился внести свой вклад в научное понимание вируса. Его группа специализируется на механике твердого тела и конструкций, а также на изучении того, как материалы разрушаются под действием различных напряжений и деформаций. С этой точки зрения он задавался вопросом, что можно узнать о потенциале перелома вируса. Команда Вежбицеки приступила к моделированию нового коронавируса и его механической реакции на вибрацию. Они использовали простые концепции механики и физики твердых тел, чтобы построить геометрическую и вычислительную модель структуры вируса, которую они основали на ограниченной информации в научной литературе, такой как микроскопические изображения оболочки и шипов вируса. На основе предыдущих исследований ученые составили карту общей структуры коронавируса, семейства вирусов, в том числе ВИЧ, гриппа и нового штамма SARS-CoV-2. Эта структура состоит из гладкой оболочки липидных белков и плотно упакованных шиповидных рецепторов, выступающих из оболочки. Имея в виду эту геометрию, команда смоделировала вирус как тонкую эластичную оболочку, покрытую примерно 100 эластичными шипами. Поскольку точные физические свойства вируса не определены, исследователи смоделировали поведение этой простой структуры в диапазоне эластичности как оболочки, так и шипов. Мы не знаем свойств материала шипов, потому что они такие крошечные, около 10 нанометров в высоту, говорит Вежбицеки. Еще более неизвестно, что находится внутри вируса, который не пуст, а наполнен РНК, которая сама окружена оболочкой белкового капсида. Так что это моделирование требует множества предположений. Мы уверены, что эта эластичная модель является хорошей отправной точкой, говорит Вежбицеки. Вопрос в том, какие стрессы и напряжения вызывают разрыв вируса. Полностью статью можно прочесть на сайте, ссылка будет в описании. На основании этой статьи стало известно, что вирусы можно убивать не только антибиотиками, но и звуком. И ведутся в этом направлении исследования. Но результата пока они не имеют, и сколько времени потребуется на исследование и получение звука неизвестно. Но не стоит печалиться в надежде, что такой звук когда-нибудь его сделают и можно будет слушать и лечиться от заболеваний. А вы знаете, что данный шум-звук, который устраняет и уничтожает вирусы, уже создан? И создано много других шумов от различных заболеваний и жизненных проблем человека. Авторская разработка Андрея Дуйко, создан для людей, выложен бесплатно для всех, слушать можно на канале Андрей Дуйко. Найти в Ютубе на канале Андрей Дуйко. Название видео. Вакцина есть. Вирус боится этого звука. Достаточно прослушать несколько раз в день. Данный звук-шум хорошо показал свою эффективность на протяжении года с момента его выпуска. К сожалению, многие отзывы уже не прочесть, так как само видео за последний год множество раз удалялось без причин со стороны Ютуба, а также блокировались и были удалены каналы, на которых этот шум был выложен. Данный звук, несмотря на многочисленные просмотры, находится под угрозой удаления сервисом. Единственный способ, который может защитить от удаления шума, это комментарии от людей, которые слушают его. После прослушивания шума от вирусов, напишите свои комментарии под видео шума. Только так можно препятствовать удалению этого уникального шума, который на самом деле помогает. Спасибо за просмотр. Крепкого здоровья вам. Пусть у вас всегда будет радость, здоровье, деньги, позитивный взгляд на все вокруг.